Всем привет, друзья! Сегодня четверг. Наконец-то выглянуло солнце. Господи, всю неделю лил дождь. Все 4 дня на улице лил дождь. Было холодно и вообще не было ни намека на солнце. И наконец-таки сегодня, после сильного ливня, выглянуло солнце. Господи, я так счастлива, вы себе не представляете. Это просто нереально. Сейчас даже, несмотря на то, что светит солнце, идет небольшой дождь. В России это называется грибной дождь, то есть дождь сквозь солнце. Я сижу на берегу озера, и это не случайно, потому что каждый четверг я начинаю размышлять о жизни, о том, что я сделала, что мне еще предстоит сделать, и думаю над тем, как можно мне это все реализовать. На самом деле, я думаю, очень многие из вас задавались вопросом о том, что такое счастье. Для кого-то счастье – это яхта, красивая машина, много красивых девушек вокруг, или наоборот парней, не знаю. Для кого-то это дом возле моря, для кого-то это ощущение свободы, свободы от всех. Для кого-то это миллионы долларов. Но у многих понятие счастья – это что-то материальное. Я не совсем придерживаюсь этого, потому что для меня счастье – это когда ты делаешь что-то хорошее другим людям. Поэтому, когда многие говорят о том, что для счастья им не хватает какой-либо суммы денег, я всегда очень удивляюсь таким людям, потому что я не понимаю, вот будут у тебя деньги, но ты там купишь себе iPhone, купишь себе машину, дом. Ну и что? Я не понимаю, что изменится? Что изменится внутри тебя? Ты достигнешь этих целей, и тебе будет некуда больше стремиться. Многие миллионеры в своих откровенных интервью говорили о том, что они не считают, что они счастливы. Хотя они всю жизнь стремились к своим богатствам, стремились к этим машинам, квартирам, золоту. Им не хватает мечты. Не хватает уже сейчас, в этом возрасте, в котором они сейчас, им не хватает того юношеского энтузиазма для того, чтобы придумать что-либо и осуществить это. У них есть все. Им ничего не нужно, и они несчастны. Возможно, вы за собой такое иногда замечали, что очень долго что-то хотели, потом вы это получили, но вы испытывали радость в момент, когда вы получали это, но после вы начали спокойно относиться к этой вещи. И, на мой взгляд, все-таки счастье не в материальном, а в духовном. Для меня счастье – это помогать вам учить русский язык. Потому что в тот момент, когда вы начинаете понимать другой иностранный язык, у вас открывается совершенно другой мир перед глазами. И вы начинаете смотреть на него глазами, не знаю, американца, глазами русского человека, глазами китайца, глазами немца, или француза, или испанца, или итальянца. Неважно. Но у вас меняется ощущение, возможно, даже к жизни. Вы становитесь либо более экспрессивными, если вы учите итальянский, или вы становитесь более романтичным, если вы учите французский, или становитесь более жестким, если вы учите русский язык. Но меняется ваш характер, меняется ваша личность. И, возможно, именно этих качеств вам раньше не хватало для того, чтобы
для того, чтобы осуществлять свою мечту. Кто знает? Поэтому, друзья, мечтайте и ищите счастье не в материальном, не в том, что у вас в руках на данный момент вы держите телефон или деньги, а ищите счастье в себе и вкладывайте финансы не в айфоны, а в свою голову. Лучше научиться чему-то новому, чем тратить деньги на очередную безделушку, которая, по сути, вам и не нужна. Всем спасибо за просмотр. Я очень много наговорила, наверное. Очень долго буду писать субтитры, но я думаю, что оно стоит того. Спасибо вам большое за просмотр. Я жду вас завтра, в пятницу. И я надеюсь, что вам понравилось мое видео. И увидимся завтра. Пока-пока. Друзья, смотрите, тут радуга. Так красиво. Я уже 1000 лет не видела радугу. Тем более такую прям большую, яркую. Друзья, это знак. Это знак. Любите свою жизнь.